Привет, друзья! Глюкоза – российская певица, актриса кино и дубляжа, телеведущая. Юный самородок нашел и огранил продюсер Макс Фадеев, разработавший для Натальи оригинальный анимационный концепт со своей микровселенной, который очень полюбился молодежной аудитории. Клипы, где вместо девушки показывали рисованного персонажа, только подогревали интерес к ее персоне и обрастали множеством слухов. Наталья успешно пробует себя в других амплуа – актрисы, жены, мамы и инстаграм-блогера. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет глюкоза, сколько она зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Наталья Ионова родилась 7 июня 1986 года в Москве в семье Ильи Ефимовича и Татьяны Михайловны. Касательно рода деятельности родителей глюкозы информация противоречивая. В некоторых интервью девушка утверждала, что они оба работают в IT, в других, что отец по образованию инженер, а мама окончила училище с профессией продавца-кассира. Детство будущей поп-певицы пришлось на лихие 90-е, что не могло не отразиться на становлении ее личности. До этого относительно стабильная в финансовом плане семья стала испытывать серьезные материальные трудности. В какой-то момент родителям пришлось сдавать свою квартиру, и семья Наташи переехала к бабушке по отцу Лидии Михайловне. Бабушка сыграла большую роль в воспитании Наташи. Пока родители были на работе, помогала внучке с уроками, которые ей никак не давались. Иногда, когда девочка не хотела идти в школу, выгораживала ее перед учителями. Наташа училась плохо, и родители прекрасно об этом знали, но никогда не наказывали ее. В семье царило полное доверие, и Наташа могла рассказать маме с папой о чем угодно. Наталья росла пацанкой. Среди ее друзей были одни мальчики, с которыми она с упоением носилась по двору, лазила по деревьям, поджигала мусорки. Все изменилось, когда Наташе исполнилось 15 лет. Она заметила, что друзья перестали интересоваться привычными проделками, а вместо этого заглядываются на девчонок. Она воровала мамину косметику и делала яркий макияж, подражая популярной в те годы певице Линде. Ионова считает, что если бы вовремя не начала менять свою жизнь, то могла бы закончить не очень хорошо, как и ее одноклассники. Кто-то сел в тюрьму, кто-то разбился на машине или мотоцикле, а кто-то скончался от передозировки. «Я до сих пор в шоке. Считаю, что я вытащила лотерейный билет своей жизни, встретив Максима Фадеева, который дал какие-то совершенно новые мечты, цели», – пояснила Наталья. Еще до знакомства с продюсером девушка начала сниматься в детском киножурнале «Ералаш». Она появилась в 5 выпусках. После этого ее пригласили сниматься в фильм «Триумф». Вскоре после съемок в фильме Наталье позвонили от Макса Фадеева и предложили поучаствовать в новом музыкальном проекте. Оказалось, что продюсер был композитором в «Триумфе», и когда увидел Ионову, понял, что она прикольная и какая-то особенная. Максим помог Наталье измениться. Он начал давать ей много работы, отправлять на гастроли, чтобы она наконец-то забыла о вредных привычках. Именно в тот период Ионова поняла, каким большим трудом зарабатываются деньги, а также слава и успех. В самом начале Фадеев сказал, что он даст ей такой наркотик, который она не сможет отпустить никогда. Этим наркотиком оказалась сцена. Интересно, что в первое время Наталью действительно никто не видел, а сама она не решалась показаться перед зрителями. Но в 2002 году на шоу «Фабрика звезд 2» все-таки осмелилась впервые выйти на публику. «Когда я вышла на сцену, я испытала и драйв, и адреналин, и такое счастье», – рассказала артистка. У Натальи была первая большая любовь в 16 лет. Тогда она даже ушла из дома и стала жить со своим возлюбленным. Но отношения пары не прошли испытания славой. Ионова постоянно была на гастролях, а вскоре любимый поставил ультиматум – либо он, либо работа. Певица поняла, что он ей манипулирует, поэтому решила расстаться. Она призналась ему, что хочет двигаться дальше и строить карьеру. Неожиданно в ее жизни появился другой мужчина. Как говорится, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Однажды она летела в Чечню на чартерном самолете, где также был Александр Чистяков, один из организаторов мероприятия. В тот день она была уставшей после концерта, не накрашенной, да еще и уснула на его диване. Когда же Ионова проснулась, приятельница Ксения Собчак познакомила ее с Александром. Он дал певице свой номер телефона, но она сказала, что первой ему звонить не будет. Вскоре молодые люди начали переписываться, созваниваться и встречаться. Когда же пара отдыхала в клубе в Киеве, Наталья в шутку сказала: «Женись на мне, лучше ты не найдешь». Александр удивился, но прошло время, и он подарил любимое кольцо со словами «Я согласен». В 2006 году влюбленные сыграли свадьбу. Он как будто перехватил эстафетную палочку от Макса Фадеева, и Макс ему как-то с легкостью передал, потому что он всегда за меня волновался.
Когда появился Саша, мне кажется, он расслабился, понял, что вот он, настоящий, достойный, красивый мужчина, с которым можно меня оставить», – признавалась Наталья. Практически сразу после свадьбы Чистяков попросил у жены ребенка, хотя сама Ионова сначала хотела поработать. Все же она согласилась с мужем и решила, что тоже хочет стать мамой. В 2007 году у пары родилась дочь Лида, а спустя 4 года – дочь Вера. И если младшая 10-летняя Вера неизменно радует маму, то старшая Лида не раз приносила певице огорчение. К 14 годам девочку отчислили из 2 школ. Из дорогих частных учебных заведений наследница звезды вылетела за плохое поведение. Наталья Ионова с пониманием относится к сложному переходному возрасту дочери, ведь когда-то она сама была трудным подростком. Артистка считает, что Лида слишком яркая и неординарная девочка, поэтому учителя придираются к ней. Певица призналась, что из одной школы Лиду выгнали за курение. В отличие от педагогов и директора учебного заведения, Глюкоза не стала ругать свою кровиночку за неподобающее поведение. Вместо этого Наталья Ионова предложила оборудовать в школах курилки для старшеклассников. Артистка уверена, что в российской системе образования слишком много запретов. Учителя не хотят понимать детей с непростым характером. Им не нужны яркие индивидуальности, поскольку педагоги считают таких подростков источником проблем. Лида очень современная девушка, она часто меняет цвет волос и носит эпатажные наряды. Наследница Глюкозы решила пойти по стопам знаменитой матери и стать певицей. Она выступает под псевдонимом Лидус. В свои годы Лида сочиняет музыку и тексты, прекрасно поет и абсолютно не боится выходить на сцену. Супруги вместе уже 15 лет. За это время им не раз приписывали расставание, особенно когда певица снималась в откровенных фотосессиях. Наталья благодарит мужа за то, что он, в отличие от многих мужчин, принял ее профессию и не запретил ей быть артисткой. У семьи Ионовых-Чистяковых большое количество недвижимости. Квартиры в столице, Санкт-Петербурге и дом в Подмосковье. Обстановку квартиры в Санкт-Петербурге полностью продумывал Александр. Жена только высказала особые пожелания, и всем остальным уже занимались муж с дизайнером. Собственно, пожеланий было только 2 – прозрачная гардеробная и отдельная ванная. Жилплощадь в 213 квадратных метров находится в историческом здании. Кухня выполнена в монохромном стиле и совмещена с просторной столовой. Гарнитур привезен из Англии, а в столовой под обеденным столом и велюровыми стульями висит оригинальная люстра из хрусталя, подаренная на свадьбу. К обеденной зоне примыкает застекленный балкон, одно из любимых мест Натальи. Здесь приятно пить кофе с круассаном по утрам и любоваться золотым шпилем инженерного замка. На окнах висят большие портьерные шторы, это тоже одна из прихотей Глюкозы. Стены и пол ванной обрамлены черным мрамором и мозаикой. Убрав перегородку между хозяйской и гостевой спальнями, архитекторам удалось разместить вторую ванную комнату с сауной, которую хотела Глюкоза. В гостевой, стилизованной в китайском стиле, рядом со входом стоит поражающее своей красотой и размерами зеркало, обрамленное в резную позолоченную раму. Гостевая спальня выглядит очень тепло и спокойно. Вторая спальня более солнечная за счет желтых стен. Квартира в Москве расположена на 23-м этаже в знаменитом доме на Набережной, на улице Серафимовича, дом 2. Общий дизайн продуман в бело-серо-черных тонах с красными акцентами. Для разнообразия в интерьере присутствуют необычные элементы – огромный скоробей и великолепный аквариум в гостиной. Кухня выполнена также в черно-белом цвете со множеством шкафчиков. В столовой акцент сделан на стулья в красных тонах. В спальне наряду с черным и светлым присутствует красный акцент в прикроватных столиках и комоде на всю стену. Ванная комната полностью оформлена в черном дизайне с использованием мрамора. По данным ЦИАН, цены на трехкомнатное жилье по улице Серафимовича, 2 стартуют от 40 миллионов рублей. Семья постоянно живет в загородном коттедже в одном из элитных поселков Московской области. Обстановка здесь совершенно отличается от городского жилья. Здесь много красок, ярких и теплых оттенков, но любимый красный все так же присутствует и в этих интерьерах. Как и у большинства современных музыкальных деятелей, у хозяев в парадной установлен небольшой белый рояль. На нем, помимо самой хозяйки, любят музицировать и ее дети. Привлекает к себе внимание большой оригинальный камин на дровах с облицовкой из гранита. Кухня реализована в теплом молочно-белом дизайне. Вход обрамляют белые колонны от пола до потолка, а на окнах висят воздушные шторы. Страна внимательно следила за скандальными историями, в которые попадали Наталья и Александр. Им обоим не раз приписывали романы на стороне. Слухи о частых изменах Чистякова с завидной регулярностью появлялись в сети и в прессе. Да и саму Наталью подозревали в романе с участником «Дома-2» Олегом Майами. Сама певица на эти сплетни не реагировала, а вот Олег назвал их бредом. В это время поклонников певицы интересовало только одно – насколько она самодостаточна и сможет ли без финансовой поддержки мужа продолжать свою профессиональную карьеру. Но, по всей видимости, кризис отношений миновал, и пара теперь с уверенностью смотрит в будущее.
Что же касается самой артистки, то ее кассовые сборы за концертную программу составляют примерно 1 миллион рублей. Причем ее гонорар будет значительно меньше, потому что в него не войдут издержки на содержание танцевального коллектива и прочие сопутствующие расходы. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!